Приветствую смотрящих, вы на канале Game Time, и сегодня у нас новая рубрика. Все самые базовые необходимые гранаты на картах CS2. Первая карта станет Мираж, мета устоялась, все команды уже попробовали все, что они хотели попробовать, и все пришли плюс-минус к одним вещам. Самые лучшие, самые необходимые гранаты, которые помогут вам выиграть на фейсите. Что ж, приступим. Короче, первые штучки, которые нужно знать, это инста-смоки в окно. На них я не хочу много заострять внимание. Скину вам гэт-позы, потренируйте, скину вам бит, чтобы бросать его с W. Вот, короче, смотрите. На Мираже существует 5 основных инста-смоков, которые надо знать. А остальные с упора там надо отходить. Я не советую вам учить их, использовать вы будете их крайне редко. Получается у нас 3 вот этих, один выпуклый и второй выпуклый. Это у нас самый крайний респ. Вот сюда ставите прицел и с W бросаете. Второй рез выглядит примерно вот так, чуваки. Ставите здесь, также W. Это самый базовый, самый простой. Сейчас гранаты в ММ и на фейсите одинаковые, поэтому парни с ММ, welcome, добро пожаловать. Теперь мои гранаты будут полезны вам тоже. Третий смок, чуваки, это у нас вот этот спаун, также с W. Вот он, четвертый смок. Ставите сюда, целитесь. Все гэт-позы со смоками заранее нацелился для вас, я скину. Осталось вам только выучить. Всего лишь 5 инста, пацаны. Дети Миража, выучите, пожалуйста, все. Если у вас от 2000 элла, пожалуйста, прошу вас, выучите смоки. Потому что я с вами попадаюсь в премиум лиги, и мне не нравится, что вы не знаете. И финальный смок, пятый, который необходим. Целитесь вот сюда. Ну, либо просто вот так вот ставите гэт-поз, чуваки. И с W, соответственно, тоже кидаете. Все смоки идеально, залетают, нет никаких гэпов нигде. Слава богу, Валю пофиксили инста в окно. Раньше вы, если помните, ребята, поколение, которое было в CS до того, как Дон начал сиять, наверное, забыло, когда тут были гэпы, поэтому ставьте лайк, пишите комментарии, если вы помните, как невозможно было играть в CS2 первые несколько месяцев с этими смоками, когда просто Мираж был максимально неиграбельный. А я объясню вам кратко, зачем вообще знать смоки. Раньше, несколько лет назад, 5, может, там, не знаю, 6, смоки в окно инста было не базой. И мало кто на YouTube каналах для чайников объяснял, что они нужны. Но сейчас время идет, ребята. Если вы играете Мираж, вы не можете себе позволить не знать. Ну это просто, если вы не знаете инста, вы скорее всего, ну, это не касается про игроков, которым не надо бросать их, да, но даже про игроки, я не знаю, там 2-3 самых популярных. Всего лишь 5 на фейсите, вы просто облегчите игру всей своей команды. Кстати, встаете к этой бочке, смок окно базовый, не знаю. На самом деле нет смысла, если он не инста, ну, лучше смок сар дать, а потом докинуть. Встаете сюда, целитесь, стрейф вправо, нажимаете из бинда. Переходим дальше. Смоки старт. Ну как мы будем играть в CS без смоков старт? Сейчас есть два основных смока, ребят, показываю медленно. Встаете перед бочкой, целитесь в конец антенны. Либо встаете с этого угла и целитесь вот с центра антенны. То есть два этих смока. Зачем они нужны? Почему не с двух спотов? С двух спотов они для того, чтобы быстрее оказывались на миде, чтобы вы бросали их. То есть если у вас плюс-минус респ, первый ваш друг, он знает все инста, он бросает инста. Второй ваш друг с респой накидывает этот смок, и ваш третий друг может всегда пробежать за белый и убить типов, которые аркадят. Это очень сейчас важно. То есть сейчас это типов, которые просто аркадят мидл, а этот смок самый сейвовый. Вы закрываетесь от кона, окна, парочки, то есть вы пробегаете от всего. Единственное, что вам надо, попросить флешку у друга и запикать чулов, которые аркадят. Либо здесь, либо здесь. Либо перед смоком, то есть 3 варианта пика аркадящих типов. То есть смоки старт, смок окно. Вот это база. Это база, которую вы должны знать. Переходим дальше. Чуть-чуть для продвинутых, вот чуть-чуть капельку добавлю смок в кон. То есть, если вы заходите на микс, вы можете попросить 3 смока. С друзьями играете премку, попросили дропнуть у челов, не знаю, в ММ с корешами, третий смок в кон. То есть, если вы кинете смок старт, смок кон, смок окно, ну я не знаю, как можно умереть. Если вы еще подкинете молик андер, то есть тут невозможно умереть никак. Вы всегда займете мидл, а самое важное, что на Мираже, правильно, занять мидл, после этого делать тяжкую яму, тяжку Б, пошли в смок, зарандомили, просто встали, КТ сами убились. То есть с этими гранатами вы можете любой раунд делать. То есть кинули 3 смока, пошли Б-контакт, чел пошел по паре. Кинули эти 3 смока, побежали маздик. Кинули эти 3 смока, пошли 2 коннектор, вышли, порвали смок. То есть на этом все, ребят. Вот эти, можно никаких смоков не знать на Мираже, но знать вот эти. Вот это я вам заявляю. Идем дальше. Переходим. Хиты в края, то есть то, о чем я говорил. 3 смока на мидл, 2 смока, даже не важно. Пошли на Б, попросили у вашего друга смок и кинули. Смотрите, кидаете вот этот смок, ставите в угол. Это смок кухни. То есть, сейчас объясню прикол. Это смок самый не выпуклый. То есть, игрок, когда будет выпрыгивать, либо выходить, вы его сразу заметите со всех спотов. Этот смок, вот его надо знать. Его минус в чем? То, что он достаточно медленный, но он нивелируется тем, что он глубокий, и за счет этого, когда будет хелпующий бежать, вы всегда его увидите. Есть альтернатива ему, который кидают в проиграх за счет скорости. В проиграх важна скорость выхода и скорость того, как смок лопается. Но
В остальных случаях вот этот смог, если вы хотите знать, покажу вам, ну, я бы вам не учил. Вот так, и вот это пяточка. Замедлите, посмотрите, даже не заостряйте внимание, не загружайте мозг. То есть, видите, он быстрее, но он выпуклый, и чел всегда может выйти по смоку сюда налево, вы типа его тяжелее будете замечать. Два смока, которых вам надо знать, ребят, чтобы играть в КС, это смок кухня и смок зиг. То есть, чуть левее целитесь этой темы. Я еще покажу, мне замедленно здесь. То есть, не видно отсюда, зиг будете выпрыгивать, когда игрок будет выходить, он либо выходит сразу на это окно, либо направо, то есть он не может здесь мансовать. Встаете в угол и видите эту тему, в нее вот так бросаете. После этого, ну, просто выходите, бросаете две флешки, и ваши парни кидают гранаты, все. Этих двух смоков достаточно, чтобы комфортно играть в мир. То есть любая пистолетка, попросите друга накупить набор смок, либо с одним смоком пошли 5Б, кинули смок, две флешки, все, вы уже профик, ребят. Вы уже профик. Вы уже не просто чел с ТикТока, который увидел хайлайты, зашел поиграть. Ты уже семи-про, аматор, так сказать, и ты можешь расколить любую штучку, любой раунд про игроков. Переходим на А-плент. Тоже два смока, которые вы можете бросать. То есть встаете здесь и кидаете, смотрите. Первый смок с двух клавиш бросаете. То есть встаете сюда, упираетесь, выше черного пятна в точку. И второй смок вот так по центру. То есть это два самых крутых смока, которые существуют, под которые можно входить. То есть они есть отсюда, там, не знаю, киньте флешку себе, если хотите выйти. Выбежали, кинули молик в левую часть мусорки. Пошла опенинг, и смотрите, молик потает искру, то есть чел с искры не сможет пикать. Здесь, понятно, он выйдет, ну, типа, чел с коров прикроет. Опенинг, все, то есть вы вышли. Да, конечно, там можно попросить еще там молик кинуть между, но это все не нужно, достаточно этих двух смоков. И если есть какой-то с вами друг, вот так встаете сюда целитесь, это смок КТ. То есть это смок КТ, но такой базовый смок на КТ, ребят, который я бы вам бросал. Два смока, которые здесь есть, это смок кон, ну все мы его знаем, да, и смок джангл. То есть сейчас эти смоки, ванвейв никаких нет, здесь челку надо выйти, то есть два смока. Из интересного, что могу показать, это встаете вот так, закрываете это пятно, чуть-чуть правее, на пистолетке какой-нибудь, либо в доигрыше, это смок глубокий, отпускаете, как добегаете до вот этой темы, то есть этот смок взрывается в коне, и нет никаких дополнительных кусков смока, в которые чел может войти, здесь же сверху он не может стоять, здесь гэп, который мы там, не знаю, можете выйти, не выйти, то есть этот смок крутой, я вам так скажу. На каком-нибудь пистолетке, ребят, я бы вам бросал вот эту комбинацию гранат, ну мне кажется, даже ее все будут бросать сейчас. Кидаете смок, кидаете опенинг, бам-бам, пацаны вышли, кинули флешку от джангла, все, то есть, и чуваки забежали. Переходим к смокам закон, то есть на Мираже ключевым смоком в пост-клатч ситуациях, либо после того, как вы займете какие-то зоны, является смок закон. Откуда его можно кинуть? Покажу вам основные споты. Вот за белыми встаете сюда в упор, видите мою чеку, закрываете вот эту часть антенны, бросаете, это первый смок. Второй смок. Встаете сюда, прижимаетесь. Эту антенну чуть выше. Это второй смок. Лайнапы чуть изменились относительно CSGO, то есть где-то флешки летят намного меньше, то есть дистанция флешки сейчас изменилась. Некоторые флешки надо, ну, искать было новые лайнапы. Смоки тоже. Они стали чуть медленнее лететь, поэтому надо кидать их чуть выше. Эти два смока. И давайте с тест-спауна покажу вам. Встаете вот сюда, садитесь и на контроле, когда пройдете эту тему, отпускаете. Смок закон. То есть в каких-то клатчах, ребят, только об этом и речь. Не знаю. Следующий такой чисто бонус смок вам. С W бросаете. Следующий смок, который хотелось бы вам показать, два смока. То есть закон нужны раз, два и три. И ну и с ямы, соответственно, можете отдельно его взять 4. И смок джангл. То есть смок джангл это у нас, опять же, отсюда с ямы можете взять джангл. Стоп мидла, встаете сюда, целитесь в часть двери. И с кона. Встаете сюда, кидаете, и он залетает. То есть сейчас его промазать практически невозможно, он распыляется в центре этой темы с разгона. Объясню теперь, в чем смысл смока джангла. Глобально, смотрите, если взять КТ, они играют один КТ, один в джангле, один под коврами, 2Б. Этим смоком вы отрезаете троих игроков. То есть, если в клатче вы идете каким-то сплитом и так далее, дав этот смок, вы деретесь только против одного игрока. То есть, если вы в сплите, у вас один игрок здесь, один игрок здесь. Если вы вместо этого смока будете давать смок закон, у него есть другие плюсы, но желательно кидать и этот смок, и там смок себе за спину, там либо смок закон, и тем самым сплитуем. Но опять же, этот смок для общего развития вам я показал. По поводу флешек. Не покупайте флешки, ребят, они вам ни к чему. То есть все самые базовые флешки, это которые вот так просто швыряете здесь. На миде, там, ну, можете, конечно, выучить какие-то типа вот такие флешки. Но опять же, это не важно все. Бросайте просто на как чувствуете, на тоже бросайте как чувствуете.
Над головами как чувствовать, то есть флешки не учите, базовых флешек не существует. На фейсите можете покупать хаешку, просто взрывать каждый смог, там всегда будет игрок, который будет красться, кидать в окно, в кон, в любой угол, где стоит чел, где может стать потенциальным. Не покупайте флешки, сейвьте себе на дигл, первый армор, потом, если проиграете бай, купите дигл армор, всегда типа халявный хедшот. Флешки это для команд, я так считаю, ребят. Молики то же самое, то есть если базовый молик сюда, там не под ковры не бросаете, в фейс вы не бросаете, то есть даже кон не надо бросать, молик тоже можете не покупать, покупайте хае смог, в целом все, выходите толпой, легкая победа для вас, легкая будет. Ну, по поводу смоков, да, еще скажу, когда вы клатч там 3 в 3, либо вышли на точку, докидочные смоки, все знают, ну, соответственно, вот этот смок, да, встаете как-то сюда, там, флипсайд, ну, первый, кто этот смок начали бросать, с электроником, да, там, 6 лет назад, ну, такой раунд не был. Отсюда смок, встаете сюда, цельтесь сюда, W, смог закон. Ну, если прям молик оказался, каким-то образом подобрали у КТ, вот так встаете, бросаете его сюда. И он залетает глубоко, и игрок не может пикать. То есть под этот набор докидочный можете проходить. Есть докидочные всякие смоки КТ, но опять же, я бы вам не советовал их учить. Есть смысл, а вроде нет смысла. Зачем вам лишняя информация? То есть смоки редко когда понадобится, чтобы вы докинули второй КТ. То есть приоритете просто смок-кон, там из ямы показал, с плента, вот отсюда, вот сюда можете кинуть. Тут чуть я вас мог обмануть, ребят, знаете почему? Потому что кинув вот так, вас чел будет видеть с этого стаза. Поэтому киньте вот так сюда еще раз, чтобы он заспрейдил высоко и вас не было видно. И на Б-планте, то есть базовый смог кухня раз, смог кухня 2, смог кухня 3, ну и все в целом. Т-сторона подошла к концу, ребят. Больше не учите, я вас заверяю, фокусируйтесь на стрейфах, стрельбе, наводке. CS2 гранаты не так важны, важно то, как вы сносите, как вы выбегаете. Но они не важны, но и то, чтобы не совсем. То есть вы должны научиться все равно писать, читать, потому чтобы дальше двигаться по этой жизни. И то же самое, это вот эти гранаты. То есть самый базовый минимум, ребят, говорю опять же, смоки в миде, смоки в Б 2, смоки на А, там 4, да, получается. 2 здесь, смог головы, смог бенч, КТ даже можете не бросать. Ну и смог закон, если вдруг клатч, ты там, не знаю, капитан мега супер, то можешь его накидывать. А так в целом на мид потратьте все гранаты, то есть можете кинуть смог старт, смог окно, вот эти 3 смока, еще и потушите здесь. Не знаю, один парень, просто купи себе калаш, второй армор и не покупай смог, и по итогу у вас без смоков вы будете, но это не важно, главное, что у вас есть мид. Переходим за КТ, ребята. За КТ у нас все гораздо проще. Еще меньше гранат, то, что мы с вами любим. Смог яма, встаете сюда, выше этих штук целитесь. Смог ковры, равняйте эту тему с разгона. Ковры 2, ковры отсюда с W. То есть он глубже залетает, чем по обычному лайнапу, так чисто вас прокачаю. Смог в Б-доме вот сюда. Ну и в целом все по смокам, ребят. Кон можете бросать как хотите, вообще пофиг, он все равно будет спрейдить широко. С диги ничего там, кон, не знаю, просто бросик как угодно. Никаких лайнапов нет, поэтому. Вот за КТ молики важны. Почему? Да потому что если вы не кинете молик в яму, то игрок выйдет на 6 секунд раньше. Если вы не кинете молик в ковры, ну там, либо в Б-дом, люди сразу выйдут, поэтому киньте молик, 6 секунд просто попейте чай, ну и потом ждите сразу после молика, что игрок пойдет. Молики в яму. Сейчас молик стал меньше по диапазону, поэтому вот этот молик, который раньше все бросали по вот этой теме, сейчас он актуален только если ты пробегаешь с первым респой в кон, то есть видите, он взрывается, вас не видно. Но, ребят, вы все равно не в безопасности, парень здесь стоит за моликом и может вас пикнуть. Поэтому существует новый молик, который вот так бросается, выходите сюда, видите вот это здание, ну, не знаю, козыречек, и чуть выше него просто кидаете, и парень не может запрыгнуть. То есть только так пройти, но это чуть неудачно вышло у меня. Кинем чуть сильнее, и тогда он не сможет прям так жестко пройти, ему надо будет прогореть намного больше. По поводу мидла, ну какие молики есть? То есть если у вас вот такой смог, то есть самый базовый, запрыгиваете сюда. Ну в целом его нет смысла бросать, ну, так профики бросают, если хотите, так кинул молик, забил, и пусть люди думают, что вы профессионал. Бонус фишка, которая тоже очень полезна на мираже. Если у вас смог в окне, ставите сюда, садитесь на контр, видите эту точку, чуть ниже нее, даете хае и убиваете. То есть в идеале она вас вообще может не надамажить, вот так 4 хп и убиваете. В чем прикол? Прикол в том, что смог, вот если в эту часть упадет, которые мои смоки, они так падают, и вы кидаете старый лайнап по этой точке, то видите, у вас не динается смог, потому что он слишком глубокий. Но с этой хаешкой новой по этой точке
Он всегда динается, потому что он взрывается вот здесь. Да, и чуть вас дамажит. Поэтому, ребят, если вы хотите бросать хаешку, то попросите своего парня с Б накинуть просто флешку вот такую. Либо вот так. И тем самым вы увеличите шансы на то, чтобы убить. То есть в идеале вы даже можете подойти, кинуть молик. Вам прилетит смог окно, заколили флешку. Готов флеш? Да, готов. Чел потушил за белым, кинули хае. 4 хп и ушли. Ну, либо вот эта хае, конечно, тоже она есть. С вами был Ханма Юзера. Ставьте лайк, пишите в комментариях. Если вам понравилась данная рубрика, я продолжу ее на всех картах. Все зависит от вас. Пока.